Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад, таро прогноз. Судьбоносный ноябрь 2024. Возможно, все. И я эту фразу добавила не случайно к названию видео, потому что сам планетарный период ноября, его не назовешь простым, но, видимо, мы должны с чем-то определиться. И как и период большой ретроградности, когда много планет именно в обратном движении, так и есть такое, как у нас Плутон, планета, ваша планета-управитель из знака зодиака Козерог, перейдет с 19 на 20 в знак Водолея, открывая совершенно новые перспективы. Но есть еще и то, что должно быть завершено, чтобы что-то новое было продолжено. И вот этот реверанс в Козероге, когда как дни отсчитываются последние, уходящие в ноябре, он словно специально продуман высшими силами для знаков зодиака стихии Земли и воды. И это совершенно необходимо для того, чтобы вы что-то расставили по местам, внесли некоторую ясность в свою жизнь. А также 14 ноября у нас полнолуние. Полнолуние – это есть завершение, кульминация, итог опять же какой-то. И в этот день у нас не просто полнолуние, но у нас еще и Луна будет в сложном аспекте с планетой Уран. А Уран – это опять же ваша экзальтация, мои дорогие. Это то, где вы себя чувствуете наиболее сильной позиции. Это те неожиданности, с одной стороны, как по Плутону, так и ломка шаблона, как по Урану. Но вам в этих энергиях очень сложных. Для Скорпиона нет ничего невозможного. Поэтому я всегда говорю, маги и волшебники. Может быть, вы должны с чем-то окончательно разобраться, мои дорогие. Но если мы скажем про Марс, который тоже присутствует, так вот Марс, он во Льве. И для кого-то из вас это вот позитивная и предприимчивая энергия Марса во Льве. Это пробудется 4 ноября по 11 декабря. Она означает, что кто-то из вас наберется смелости и, может быть, преодолеет себя, а другие могут получить престижное предложение или решить какой-то очень важный вопрос, закрыть какой-то гештальт. Но есть такое, как у нас Юпитер в Близнецах, и пусть эта энергия как бы, не совсем важная, но это влияет на все знаки зодиака. Так вот, когда в прямом движении Юпитер, он нас как будто в спину тоже подталкивает, как Марс. Или когда мы внутренне, знаете, так вот самонадеяны. Но планетарно мы сказали не тот период, когда на самонадеянность можно, в принципе, полагаться, или когда она нам поможет, а вот осторожные какие-то действия явно нам не помешают. И вот как только, если мы говорим про возврат Плутона в Козерог, когда мы больше ясности внесем в жизнь, ваши свершения, начинания или какие-то продолжения, может быть, это отношения, работа, чего угодно, чего бы это ни касалось, так вот все это будет продолжено с более правильной ноги, как я говорю. Давайте узнаем, что нам расскажут карты. И не всегда планетарные гороскопы совпадают с прогнозами Таро. Поэтому будем реалистами, мои дорогие. Когда мы смотрим общие расклады, каждый думает о своем. Итак, первые три карты. События ближайшего будущего. Первая карта. События ближайшего будущего. Вторая. И события ближайшего будущего. Третья карта. И мы достанем события отдаленного будущего. Может быть, вот эти два триплета условно делят ноябрь, первая половина и вторая. У каждого по-своему. События отдаленного будущего и события отдаленного будущего. Третья карта. Должна сказать, что обе колоды прорисованы Чиро Маркетти. Мне очень нравится этот художник и таролог. Много символики. И, безусловно, талант. Золоченое Таро называется эта колода, кому интересно, и Таро снов. И наш вопрос. В чем риск? От чего вы откажетесь сами? Что скрыто?
что вам помогает. И достанем карту «Итог» или «Совет». События ближайшего будущего. Ну вот так, 13-й старший аркан. Все, прошлое завершилось. Не просто завершается, а завершилось. И это карта трансформации. И я надеюсь, скорпионы точно понимают, что это не про смерть. Есть какая-то история, данность, может быть, в отношениях, может быть, по вашему труду, службе. И это завершается. Уже, может быть, какой-то последний аккорд вы расставляете в ноябре. Но само действие, оно завершилось. И вам, может быть, придется где-то внести коррективы в планы на будущее. И при этом нам карта говорит, искусство мелких шагов определенно не помешает. Вы можете столкнуться с тем, что словно система какая-то вашей жизни, она сейчас перестраивается. И это очень символично, потому что в знаке зодиака Телец, где-то противоположность ваша, как раз происходят изменения по части финансов. Может быть, история, которая связана с финансами. И в целом человечество связывает, как и Уран находится в знаке зодиака Телец. И это обратное движение, оно пробудет еще до конца января. И потом тоже никуда не уйдет из Тельца Уран. Он так и будет отстраивать вопросы благополучия всех нас вместе взятых. Но именно про ноябрь ожидается с учетом того, что конфигурация Урана и Луны будет тоже где-то способствовать как новым каким-то событиям. Это может быть как в этот период времени смена мироустройства, миропорядка, какой-то системы. Какие-то правила в нашей жизни будут меняться. Это могут быть изменения на фоновых рынках или валютных рынках. Мы узнаем об этом попозже, скорее всего. Но уже как бы прелюдия, она будет закладываться в этот период времени. И здесь всегда, когда 13-й аркан, нам нужно идти вперед осторожно, как я уже сказала, но мы не можем опираться на наш прежний опыт, потому что изменился сам порядок. Давайте мы откроем еще одну карту. Нечего добавить. Вот посмотрите, маг подводит итоги и строит планы на будущее. Я так вижу, можно остальные карты даже не открывать. Вот то, что вы задумали, у вас получится осуществить. Но я не могу сказать, что это очень будет легко. 13-й аркан где-то символ Плутона, безусловно, владыка подземного мира. Но не случайно и вы с Плутоном как на одной ноге. Это ваша сильная позиция. Плутон вам дает несомненное преимущество, когда вы именно можете быстро избавиться, отказаться от того, что не служит прогрессу, вашему прогрессу. Или пересмотреть быстро свои взгляды. Может быть, и быстро придется. 2 старших аркана. Может быть, это у кого-то проиграется как событие в жизни людей, ваших либо близких, либо это событие в жизни людей, с которыми вы взаимодействуете по социуму, по работе. И, значит, есть какое-то как взаимосвязь, и ваша-то жизнь через эти события тоже будет меняться. У кого-то из вас это вы инициатор этих перемен сами, и вы уже не хотите оглядываться назад. Мы все же все разные. И 2 старших аркана где-то нас готовят к тому, что, не такой уж и простой период. Но ваша позиция, мои дорогие скорпионы, она какая-то удивительно особенная. Нечего добавить. Не торопитесь. 7 пентаклей нам говорит, что мы можем ожидать каких-то документов. Опять же, либо регламент, дерево. И дерево уходит корнями вглубь. Это надежная позиция, но карта говорит, есть то, что придется подождать. Или то, что ты не можешь ускорить. Вот это в первую половину. Может быть, в чем-то вам и придется сориентироваться и действовать быстро. Но будут и те вопросы. Это, скорее всего, деньги. И напрямую эта карта может говорить, что деньги могут задерживаться, но вы их получите. А у кого-то это бумаги важные, документы, согласования. И мы можем тоже что-то пересматривать. Мы можем пересматривать
брачные контракты, контракты по работе, какие-то еще соглашения. И где-то семерка пентаклей говорит, ну, может быть, не так все быстро это пройдет, а тут, знаете, как ведущая, могущественная сила. И у нее свой регламент. И мы эту конфигурацию изменить не можем. События отдаленного будущего. Хорошее настроение, тем не менее. Да, у кого-то могут быть вопросы, связанные с детьми. Самые разные. Но это более приятные энергии. Значит, какие-то события, которые для вас открывают новые перспективы. Все же по пажу это и мы смотрим в будущее с оптимизмом. И есть, значит, какая-то тема. Либо у кого-то через отношения. У кого-то может проиграться так, что человек намного моложе вас. Иногда бывает и так. Но часто это как интерес может быть к какому-то человеку. И я вот этого тоже не исключаю. Совершенно новый. И может быть какая-то прежняя история ваша уже сама по себе закончилась. Или вы последние аккорды совершаете в ноябре, и вы уже ориентируетесь на новые отношения. И такое я не могу отрицать. Но, в принципе, нам сказали о вашей сильной позиции и хорошем настроении. События отдаленного будущего. Здорово. Вверху карта маг, а внизу императрица. Императрица – это символ нового я. Маг сам себе устраивает перезагрузку. И по императрице тоже нет ничего невозможного. Это более мягкие энергии, продуманные энергии. Императрица плодовита, мои дорогие девочки, у кого-то могут быть вопросы беременности, вы узнали, кому это актуально. Или это в целом вопросы семьи. Вопросы семьи, вопросы дома, вашего благополучия, где-то денег. Ну, плодовита еще императрица на планы как раз, на творчество, на новую какую-то концепцию, которую она обязательно сначала в ментальности продумывает, а потом создает в реальной жизни. Поэтому для вас, опять же, нет ничего невозможного. И старшие арканы вам помогают. Все вот эти планеты, наверное, которые я перечислила, и даже более того, тут ведь если у нас на что-то решимости не хватило, то у нас еще и ретро-Нептун. Так вот, когда он прямой, он какую-то муть и непонятки нам вносит. А вот когда ретроградный, он нас как раз снабжает и решимостью, и решениями правильными. Поэтому да, вы тут можете отделить зерна от плевел и устремиться в том прогрессивном направлении, которое есть смысл продолжать. И поэтому где-то за счет вот таких, может быть, и сложных энергиях, но еще и сильной позиции, у вас будет хорошее настроение. Нечего добавить. Что еще? Еще один старший аркан. Помните, мои дорогие, вы не должны собой рисковать. Справедливость – это всегда причина и следствие. И если мы сделали что-то хорошо прежде, пусть руками других людей, пространство нам помогает. Если мы что-то сделали, ну не очень, так кривовато, значит, все равно могут вернуть какую-то тему нам на доработку. И мы должны в этом поставить точку тоже. Может быть более гибче, может быть, быстро и не получится разобраться с чем-то, но определенно точно то, что не должно быть продолжено. Лучше, как договориться, все же у нас баланс, весы показан. Или, если это буквально вопросы через суд, договориться имеется в виду провести какое-то медиаторство, не должно остаться какого-то риска. Или не должно остаться у вас, мои дорогие, после ноября какого-то минусового послевкусия. А если мы говорим даже по части личной жизни, все же нас к этому где-то оборачивают. Может быть, определиться с вашими отношениями и что-то здесь для себя согласовать именно через букву закона. Давайте мы посмотрим, в чем риск, мои дорогие. И если есть какие-то шумы посторонние, какая-то там милая собачка, видимо, лает за окном, но я на это не влияю, увы. Туз кубков, в чем риск? Вот правда, здесь, с одной стороны, ведь это эмоции, поэтому эмоции будут приятные, нам тоже об этом говорят. Но, может быть, где-то не быть во власти эмоций, в чем риск? Мы ведь можем думать, что, сейчас какая-то история закончится, а потом все вернется на круги своя. А у нас 13-й аркан. Нет, не вернется. Поэтому какая-то перезагрузка абсолютно точно необходима. Может быть, нам еще и говорит карта
о том, что если ты где-то утратишь контроль над ситуацией, а туз кубков иногда дает много эмпатии, то для тебя это тоже не гуд. Карта мага. Маг умеет жить не только в двух тональностях, белая или черная, тонах точнее, но это полутона. Это именно какие-то возможности, самые невероятные. Но туз кубков подтверждает, что да, оптимизм и радость какая-то будет. Но, может быть, утонуть словно в этом кубке. Или, мои дорогие, иногда, ну, буквально, если мы говорим о каких-то наших привычках, будьте аккуратны. Может быть, я так надеюсь, это не ко всем касается, но для кого-то важно услышать где-то по части вредных привычек, потому что есть аркан справедливость, поэтому самому себе не навредить через эмоции или через, когда вот знаете, хочется, иногда так бывает, все же в позиции, в чем риск. Так вот риск, когда мы чересчур эмоциональны. Давайте узнаем, от чего вы откажетесь. Карта император – это карта власти. Вот интересно, вы можете отказаться вплоть до того, что от каких-то возможностей. Будьте аккуратны, опять же говорю. Ведь император нам несет, с одной стороны, марсовскую энергию, и она нас толкает буквально в спину. И у нас Марс во Льве. То есть где-то такие противоречивые энергии, как Плутон в Козероге, и нам говорят, действуй по закону. Марс во Льве вселяет оптимизм. И где-то, с одной стороны, мы можем чересчур понадеяться на собственную силу, быть самонадеянными. И мы упустим тот факт, что вы столкнуться можете с теми людьми, к примеру, император, вам транслирует что-то одно, или человек имеет какие-то свои намерения, пусть даже из разряда сильных мира сего, или служителей, к примеру, по справедливости закона, и каким-то образом, ну, может свою какую-то игру вести. Есть такой момент, понимаете, что для вас лучше, вот как этот маг, оставлять для себя пространство для маневра. Почему я так говорю? Чиро Маркетти изобразил букву иврита в правом верхнем углу. И по этой карте это Хе, окно. Кто знает. Может быть, придется и ретироваться. Допускайте для себя вот этот маневр, что либо что-то вам придется переделать, или отказаться от какой-то ситуации. И у вас не должно быть противоречия с законом. Не время на чем-то настаивать. Время, скорее, наводить какой-то баланс, как и в собственной жизни, так и, к примеру, когда выпадает император, мы не идем против системы иерархии, мы не идем против закона. И нам ведь аркан справедливости об этом тоже говорит. Значит, есть возможность даже сложные вопросы подвести к знаменателю, но есть возможность буквально пойти в разнос. Вот лучше от этого отказаться. И тогда вот это окно для себя как открыть какую-то новую возможность. Будьте внимательны, мои дорогие скорпионы. У вас сильная позиция, но иногда вот именно с сильной позиции приходит самонадеянность, приходит желание где-то проманипулировать. А тут вы можете ведь тоже с таким столкнуться. Мало что магом, так еще и императором, который скрывает свое конкретное положение или погоны, мои дорогие. Если мы, к примеру, говорим о тех службах, которые служат как раз закону. Вот есть такой нюанс, поэтому будьте аккуратны. Что скрыто? По Дворцу Кубков хочется окунуться в какие-то эмоции, да. И дворец, этих карт нет в классических колодах Таро и Чиро Маркетти. Это как дом пребывания. Вот дом эмоций. Или дом, когда мы словно погружаемся в какую-то ненужную философию. Вверху у вас туз кубков, и мы говорили уже все то, что по этой карте где-то нам подтверждает, что есть скрытое. Когда мы захотим или понадеемся, что вопрос решится сам, без нашего участия, или что-то разберется, или мы надеемся на авось. Всегда по этой карте вот это чрезмерное погружение.
оно нам может где-то помешать. И где-то по тузу, по дворцу кубков есть риск в том, что вы неправильно оцените либо человека, как я уже сказала, либо конкретную ситуацию, обстановку или конкретное дело. Именно из-за того, что чувство или какой-то эмоциональный фон он переполняет. Или когда с учетом 13-го аркана и аркана маг, когда вы просто устали, мои дорогие, потому что обстановка где-то накаляется. С другой стороны, ведь это прекрасная карта, и туз кубков тоже. Это может проиграться, туз кубков, император и дворец кубков. Ваш надежный дом, ваша семья, ваши близкие, когда никто ничего не скрывает. Тут, скорее всего, вы можете что-то проговорить, если вы сейчас не один или одна. Вы будете себя, наоборот, тогда чувствовать в безопасности. И где-то вот этот риск просто не хочется словно из своего дома выходить. Мой дом – моя крепость. Но есть те вопросы, которые вам предстоит решить. И подтвердить словно, звание не просто на мага, а еще и на императора. Ведь мы спросили, от чего вы откажетесь. Может быть, это дома кто-то перестанет быть таким императором, да? А понимаете, что именно семья вас теперь поддерживает. Или пусть один какой-то человек. Такое тоже может быть. Поэтому переложите вот эти положительные карты, прекрасные ведь карты. Но мы рассматриваем с такой двойственной позиции. Поэтому кому-то это может помочь, а кому-то может и помешать. Давайте, что же помогает конкретно? Действуйте по закону. Знаете, отношения, если то надо оформлять, тоже как-то с буквы закона, чтобы не было потом сюрпризов. Это у нас так выглядит верховный жрец. Уважаем систему иерархии, это точно, я уже об этом сказала. Если были какие-то вопросы через суд, через споры, свести к нулю все эти споры и конфронтации, скорее договориться, может быть, в чем-то придется словно подвинуться, дабы достичь какого-то компромисса необходимо. И у вас карта императрица, мои дорогие, вообще где-то пара. Здесь могут быть прекрасные взаимоотношения, которые не строятся на том, как по императору есть два мнения, мое и неправильное, а когда царит взаимопонимание, эмпатия, любовь, мои дорогие, правда? Когда вот где-то из этой вот неги какой-то домашней не хочется выходить, у кого-то ведь и так может проиграться тоже. Но, наверное, сама по себе вера, карта, она так и называется. Верьте в собственные силы, это вам, безусловно, помогает. И то, когда вы все согласуете с законом, когда через какой-то период времени не будет обратки своеобразной. И у нас, мои дорогие, вера. И вверху изображена буква иврита, которая обозначает вав, гвоздь. И первый говорят, камень положить или первый гвоздь забить, как фундамент какой-то себе создать и его зафиксировать. Вот это вам все помогает. И причем этот фундамент, аллегорически говоря, он должен согласовываться с законом. Совет, вот нам вот так и говорят, будет много людей. Я называю карта информационного хаоса. И тут как раз нам знак льва. И пятерка жезлов, посмотрите, словно не то, что это борьба, а каждый словно сам по себе размахивает жезлом. Вот у вас может быть такая же разрозненная информация. В этот период может быть разным людям что-то от вас нужно. И каждый из них преследует свои цели. Либо какая-то многозадачность может быть, либо какая-то неразбериха, хаос может быть вокруг вас. И карта ведь нам дает совет. Не включайся быстро во что-то. Не доверяй первому услышанному. Найди дополнительную информацию. Лучше что-то перепроверь. Может быть, куда-то даже не торопись. Не включайся где-то в конфликт. Потому что то, что ты видишь в первую минуту, скорее всего, не имеет какой-то основы. А вот разобраться с этим, детализировать, чтобы не было потом каких-то неприятных сюрпризов, об этом вот тоже нам советует карта. И если мы говорим итог, пока нет итога, что-то будет продолжаться. Но, видимо, вот больше с тех позиций, которые мы с вами проговорили. И здесь у каждого по-своему.
Перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы. У вас всегда что-то интересное и особенное. Я вас люблю. Вы мои дорогие маги-волшебники. И вы будьте счастливы и любимы всегда.